Всем доброй ночи, доброго утра. Я даже не знаю, как правильно сказать, поскольку и ночь, и утро, и все в одну кучу. Уже 4 утра. Так вот, значит, сейчас, секунду. Вот так. Дорогие люди, дело в том, что в этом мире многие беды творятся из-за того, что люди не верят в себя. Когда человек не верит в себя, он делает ошибки, глупости. До того момента, пока мы не уверены в себе, мы поступаем глупо. Хотя некоторые могут меня поправить, сказать, что наоборот, в молодости мы верим в себя, мы наглые такие, самоуверенные, поэтому мы делаем глупость. Неправда. Наоборот, мы не верим в себя, мы не самодостаточны еще. И нам хочется доказать, что мы можем, например, доказать любимому, что я могу выйти замуж. Хоть ты меня не берешь замуж, а я вот выйду и посмотришь. А кому мы чего доказываем, непонятно. Мы выходим за нелюбимых для того, чтобы любимые страдали и бились головой об стену. Так вот, если бы он страдал и любил, он бы страдал еще до того, как ты вышла замуж, правда ведь? Так вот, неуверенность в себе, невера в себя, отсутствие веры в себя в этом мире делает очень много глупостей. Например, та же самая ревность рождается от неверия в себя, в свои силы, в свою красоту, в свой ум, в свой разум. Поверьте мне, что красота женщины – это не внешность. Абсолютно нет. Вот поверьте. Почему? Потому что, да, красивая женщина, она притягивает. Резко сразу смотришь, и она красивая, и мужчина подходит, знакомится. Но его вот это первобытное желание может быть и удовлетворено, и на этом все. Если женщина не умна, не может себя показать, если женщина не может себя правильно поставить, он себе не останется, какая бы она раскрасавица ни была. А вы никогда не видели, что здоровый, красивый мужик идет рядом с такой замухрышкой, что просто смотришь и аж челюсть виснет от того, что как? Как же такое может быть? Чтобы он с такой ходил. А вот ходит. Ходит, потому что она самодостаточная, она верит в себя, она верит, что она красивая, что она женщина, что у нее есть женское начало. А кто вам сказал, что страшная женщина, например, некрасивая женщина, например, не может себя преподнести так, чтобы мужчина сошел с ума по ней? Очень сильно ошибаетесь. Всемирно известные секс-символы, имею в виду женщин, абсолютно не были красивыми, красавицами. И наоборот, те красавицы, которых вы как бы знаете как красавиц, у которых было множество любовников, в конце концов померли в одиночестве, абсолютно всеми забытые. Или были убиты из-за своих тупостей и глупостей. Вспомните Мерлин Монро, вспомните там актрису фильма «Эммануэль», которая так и осталась в одиночестве. Даже Бриджит Бардо, у которой в конце там муж-фермер какой-то нашел все-таки ее, слава богу. Была же красавица, правда? Ну, дура, а что, куда деваться? А теперь всемирно известные красивые женщины, якобы секс-символы, красавицы того времени, вообще всех своих времен, да? Клеопатра, которая была не просто некрасивая, она была мужеподобная, она была очень страшного вида. Но она знала 24 языка. Она вычитала всю Александрийскую библиотеку. Она знала искусство любви, она изучала это, поскольку для мужчины секс это не на последнем месте. Так вот, далее, значит, та же самая Коко Шанель. Красивая женщина, я бы не сказала, абсолютно угловатые черты лица. Ничего красивого в ней такого уж прям нет. Но по ней сходили с ума мужчины. Та же самая Мария Каллас, из-за которой вешались мужчины, стрелялись. Она была красавицей, нет, с большим носом, с резко очерченными бровями, абсолютно близко посаженные глаза. Хорошо посмотреть, она не просто не красавица, она страшная была. Но по ней сходили с ума мужчины. Почему? Потому что она верила в себя. А ты вот двухметровая красавица, ты в себя не веришь. Поэтому с тобой обращаются как хотят. А вот Мария Каллас в себя верила. Она как-то сказала, мне говорят, что я получаю больше гонорар, чем президент. А кто ему мешает петь? Пусть поет. Понимаете, это же такая резкая фраза. Мало того, что надо в себя верить, надо себя уважать и любить. Мы просто говорим эти фразы так вот, стреляя в воздух, уважать, надо себя любить. А как это делать, никто не знает. Я вам объясню. Во-первых, не позволять собой играть. Во-вторых, можно признаваться первой в любви, можно, это возможно, но переждите потом. Вот отойдите в сторону и подождите, пока он вас полюбит.
Если человек вас обидел, не выходите на связь. До того момента, пока он не замучается. Молить о пощаде. Вот пока он не заводит, как волк, не выходите, он это запомнит. Он это запомнит и больше не повторит. Если вы по первому зову будете летать, мужчина это хорошо приметит. Следующие, дорогие женщины, вот вам секреты выдаю. Никогда не берите трубку сразу же. Звонок и тут же, да, что такое, я уже здесь. Нет, не надо этого делать. Подождите. 5-6 звонков. Берем спокойно трубку. Да, что случилось? Ну, я была занята. Хотя, может быть, вы рядом дежурили. Ну и что? Пусть он этого не знает. И вообще этот ролик мужчинам не показывайте. Мой вам совет. Следующее. Если вы хотите, чтобы мужчина вами дорожил, как-нибудь не выходите на связь, не берите трубку. А когда он позвонит, вы небрежно скажите, ну, у меня были дела, что случилось? А никаких дел у вас не было, вы дома сидели, журналы листали. Неважно, пусть он думает, что у вас есть другие дела, кроме него. Почему он должен думать, что вы сидите, дежурите возле телефона? Заставляйте его ревновать. Ну, правильно, заставляйте. Некоторые дуры просто-напросто встают в кафе, идут, садятся кому-то на коленки и считают, что они заставляют себя ревновать. Нет, вы ведете себя как шалавы. Это не заставлять ревновать, это совсем другое. Заставлять себя ревновать. И это делает вид, что вы слишком долго кружитесь перед зеркалом. Вы как-то поправляете все время прическу. Мужчина это замечает. Любите себя. Неважно, красивые вы, некрасивые вы. Даже если вы искалечены, даже если у вас и нет части тела, вы можете быть такой женщиной роковой, что по вам будут сходить с ума. А вот та красавица, у которой все в порядке, в конце концов окажется на панели. Знаете почему? Потому что она себя не уважает, а вы уважаете. Дорогие девушки, очень много уделяйте внимания чтению, тому, чтобы заполнить вот сюда башку. Понимаете? Потому что вот эти губки, эти красивые реснички, да найдут они это все везде. Поймите, это сейчас не дефицит. Сейчас такой век, что из каждой обезьяны можно сделать красавицу. Это сейчас не модно, не актуально, и мужчина не этого держится. Потому что он это найдет везде. Ну, везде это найдет. Сейчас настолько продешевело вот это все, к сожалению, и не только женщины, и мужчины, в том числе тоже, если их можно мужчинами, правда, назвать, что искать они не будут по губкам, по еще. Вы замечали, что у очень богатых мужчин жены, как правило, ну вот простые. Простые, у них нет силиконовой груди, у них нет огромных губ, как вареники, у них нет татуированных бровей, у них они простые девушки. Потому что, устав от этого всего, от этой силиконовой долины, мужчина хочет отдохнуть, ему нужно поговорить, понимаете? Есть такая фраза: спать есть с кем, поговорить не с кем. Поговорить не с кем, понимаете? Общаться. О чем можно общаться, если у вас тупая голова, поймите? Вы знаете, почему японские гейши запоминались навечно мужчине, после них просто мужчина не мог найти себе место и не мог найти женщину? И почему японские публичные дома пользовались успехом? То же самое про Грецию. Я сейчас не про публичные дома, я имею в виду, что в то время удовольствие для мужчины не считалось только интимные отношения. Удовольствие было общение. Они умели играть на кефаре, они умели читать стихи, они умели общаться, они были собеседницы и друзья, понимаете? И мужчина шел туда отвести душу, поговорить, пообщаться, почитать стихи, там, помечтать. То есть он шел туда расслабить разум и далее. А вы сейчас что делаете? Некоторые женщины очень мечтают быть любовницами. И первый же день, как только познакомились с ним, сразу: а ты мне купишь там вот это, а ты купишь то. И он начинает понимать, она меня использует и убегает. А вы, как дуры, начинаете искать дальше. Девушки, он вам купит весь мир. Только для начала станьте для него кем-нибудь. Станьте. И тогда он сам по своей инициативе вас задарит. Но когда вы 5 минут с ним знакомы и уже хотите, чтобы он там это купил, то вы для него еще ничего не значите, поймите. Это во-первых. Во-вторых, почему-то мы все нацелены, зациклены, как бы все свое время тратим на красоту. Я уже сказала, одно и то же. Во-первых,
Вот эти силиконовые, ботоксовые, я не говорю о том, что это все опасно. Если у вас есть мозги, вы этого делать не будете. Я вам не советую ничего такого делать. Если у вас явное уродство, конечно, можно это поправить. Бывает, что просто явное уродство, с этим жить, конечно, невозможно, тяжело. Это одно. Но если есть у вас неплохая внешность, не надо портить. Это превращается в болезнь, поверьте мне. Потом начинает губы делать, потом нос, потом уши, и пошло-поехало. До того момента, пока из себя не сделают какой-то мясной деликатес. Везде вырезано, везде порезано, везде татуировано. Не надо этого делать. Не надо перебарщивать ни в чем. Не тратьте столько денег для того, чтобы выглядеть столь дешево. Просто эстетически выглядите красиво. Ухаживайте за собой, и этого достаточно. Больше нацелитесь вот сюда, чем на вот это вот. Потому что вот это вот просто ради любопытства привлекает мужчину, а дальше не удерживает. Грудью никто еще никого не удержал. Дальше. Что еще? Постарайтесь быть независимыми. Постарайтесь быть независимыми, чтобы он почувствовал, что вы от него не зависите, что вы ни капли не будете за ним бегать, потому что у вас нет другого выхода. Вы знаете, почему многие жены терпят своих мужей? Потому что с 11 класса выскочили за него замуж, нормально-то читать, писать не умеют, нарожали там 5. Естественно, вся надежда на него, он кормилец, куда деваться? Создайте себе карьеру для начала. Семью создайте поздно. Все, кто рано вышел замуж, с великой радостью поменялись бы местами с вами. Знаете, один мудрец сказал, брак это как крепость. Кто еще не вошел, стремится туда зайти, а кто зашел, хочет оттуда выскочить как-нибудь. Понимаете? Осознанно сделайте свой выбор, даже ближе к 30, не поздно, и ничего страшного нет, поверьте мне. У вас будет намного крепкая семья, потому что, как правило, браки после 30, они очень даже устойчивы, хотя бы до 30 лет, ну, где-то 28 и так далее. Уже человек осознанно, разумно идет на такой шаг. Потому что, как правило, первый брак у нас в России заканчивается разводом. Как бы там ни орали горько, не целовались и не плясали, к сожалению, итог один и тот же. Потому что идут туда ради любопытства, ради того, а что будет, а поменять жизнь, а вот выйти замуж, пусть у меня будет муж. Зачем он нужен, непонятно. Знаете такое выражение? Присушить-то мужика можно, а отсушить попробуйте. Особенно, когда ему с вами хорошо. Уютно, тепло и сытно. Вот. Тогда фиг его отсушишь. Вот в чем дело. Ревность. Ревность можно показывать играючи. Вот читайте биографию умных женщин, фавориток королей, фавориток там, или женщин, которые из ничего стали императрицами. Почитайте их историю, посмотрите, как они это сделали. Умно намекайте на ревность, но не вот так вот. Убью, зарежу, там, я не знаю чего. Это глупо. Умно. Просто. Милый, а ты когда выходишь, смотришь по сторонам, не забывай, что я тоже не последняя красавица. Показывайте ревность. Ему приятно. Даже если вам чихать на него, куда он там смотрит. Просто покажите ревность. Я расскажу вам один случай в своей жизни, когда у меня знакомая звонила своему мужу, и пока там шли гудки, она говорила, вот пузатое, ушастое, такая сикая существо. И как только он взял трубку, он сказал, о, мой тигр, ты дома? Я еле держала свой смех, но я поняла, почему это пузатое, ушастое тигрище за ней бегает, потому что он только с ней чувствует себя тигром, понимаете? Сказать мужчине, мой тигр, это, знаете, многого стоит. Далее. Никогда не пренебрегайте интимной жизнью. Это большая глупость, когда женщины относятся с презрением к сексу. Я не призываю всех подряд вот ходить, где ничего не искать. Иногда годами мы остаемся одни, потому что нет подходящего человека, нет близкой души, и не нужно пачкать свое тело и свой разум, таскаясь, знаете, непонятно где и с кем. Как сказал Омар Хайям, да, лучше голодать, чем что попало есть. Уж лучше быть одним, чем рядом с кем попало. Это правда.
Но если у вас есть любимый человек, если вы встретили того, кого любите, если вы нашли этого человека, близкую душу, не нужно его обижать пренебрежением. Даже если вы холодно относитесь к этому, изучите литературу и поймите, почему у вас так происходит. Сходите к сексологу, в конце концов. Это составляющая часть жизни мужчины. Дорогие девушки, не будьте глупыми. Действительно, им это нужно. Для них это, можно сказать, в жизни первое место занимает. Ну вот как бы не смешно звучало, это правда. Я имею в виду с точки зрения вот ощущения счастья. Да. И если мужчина долго стараясь, не получает ответной реакции, он начинает сомневаться в своей мужественности. В конце концов, он пойдет к той, которая покажет, что он просто супер ас. Даже если он так тянет на троечку. Неважно. Я не призываю вас устраивать там театр и кричать так, чтобы соседи выбежали и вызвали милицию. Нет. Но просто не показывайте пренебрежение, не показывайте, что вам наплевать на него, на его старания, на его внимание к вам. Не стоит, потому что он начнет увлекаться другой женщиной. А потом вы будете ходить с этими скалками, палками, искать его, ревновать и плакать. Этого делать не стоит. Следующее. Никогда не забывайте о чистоте. Чистоплотность – это очень важная составляющая часть женщины. Когда мужчина приходит домой, чистый дом – это уют, понимаете? Когда он приходит и видит разбросанные вещи, и вас, сидящий перед компьютером, ну уж мне кажется, что уже компьютерный век прошел практически, уже надоело всем это так сидеть, чик-чик-чик-чик. Но закройте вы свой профиль, просто там не уберите, а закройте, чтобы лишние 5 копеек никто не вставлял. Вы знаете, что там только ваши друзья, и сидите вы там. И не ищите другого мужчину, не надо. Постарайтесь своего мужчину сделать королем, а не искать где-нибудь на стороне, потому что никогда чужой для вас не станет родным. Дорогие женщины, они все ищут легкой добычи и увлечения. Не нужно размениваться, не нужно терять любовь ради каких-то мелких шакалов, которые вам написали. Какая ты красавица, ой, какой ты девушка красивый. Это не надо. Постарайтесь в своей семье создать этот уют. Но если вы любите человека, конечно, если у вас ничего не получается, лучше развестись. Я считаю, что нечего друг друга мучить. Но вот мой вам совет. Следующее. Постарайтесь одеться по возрасту своему. Потому что то, что вам подходило в 15 лет, когда у вас были бедра узкие, маленькие, детские, там, и грудь маленькая, и то, что у вас сейчас, это совсем разные вещи. Поэтому шорты сейчас, одевая, вы выглядите вульгарно. Если вы тогда выглядели просто подростком, ребенком, да, или красивой девочкой, сейчас вы выглядите просто стареющей теткой, которая хочет молодиться. Поэтому, пожалуйста, не путайте вот эти понятия. Быть молодой, выглядеть молодой и молодиться, потому что это смешно. Вы представьте, 60-летняя тетка, когда ходит в купальнике, и вот смотришь на нее и думаешь, что она там показывает, мне интересно знать. Вот этого делать не надо. Одевайтесь стильно. Всегда ниже колена оно выглядит намного стильнее. И смотрите, тона определенные для вас. Деловые тона, серые тона, светло-бежевые тона. Они очень подходят женщине за 30. Очень красят ее. Выглядите не дешево, чтобы бросаться в глаза сразу, потому что у вас там посреди лета вот такие сапоги. Нет. А чтобы вас запомнили. А чтобы запомнили, надо быть элегантной. И постарайтесь одеваться так, чтобы соответствовать кругу людей. Ну, представьте, вы пойдете там в селе Кукуево, вот такой вот шляпе итальянской, с итальянским веером и из павлиных перьев. Конечно, вас насмех поднимут. Надо соответствовать своему кругу. В любом случае, учтите. Если ваш мужчина низкий, не нужно одевать метровые каблуки, чтобы не выглядели жираф и бегемотик. Постарайтесь, как бы вам объяснить это? Это не объясняется. Это такой тонкий мир, который надо изучить, понять. Читайте много литературы. Читайте много литературы о поведении женщин, об истории великих женщин, как они всего добились. Это вам очень сильно поможет, чтобы вы себя могли поставить. Понимаете? Никогда не бегите и не садитесь в машину. Подождите, пока он откроет дверь. Потом учтите, если вы садитесь в машину к мужчине, вы говорите тем самым, что вы согласны. Как бы вы не выпендривались, это называется согласие, поскольку машина – это его конь в понятии его первобытности.
Это его территория. Вы зашли на его территорию, вы согласны. Потом не обижайтесь, что он вас обидел, или оскорбил, или унизил, или обошел с вами как с шлюхой. Извините уже за выражение. Потому что вы сами дали ему этот повод. Это раз. Следующее, что я хотела бы вам сказать. Дорогие женщины, как бы вам не хотелось, как бы долго вы не воздерживались, и как бы вам не было много лет одиноко, все-таки не стоит отдаваться мужчине сразу же при первой встрече, и как бы вы его не любили, и как бы долго не общались. Почему? Потому что наше тело – это награда для мужчины. А награду просто так не отдают. Награду надо заслужить. Потому что потом вы никогда ему не докажете, что нет, милый, это только с тобой так было, раньше такого не было. А может, действительно, у вас вот заклинило что-то, и вы так вот себя повели. Но у мужчины это запечатлелось вот здесь. Она согласилась первый же день. А может, она со всеми так соглашалась. Понимаете? Вот такие интимные моменты учитывайте всегда и удерживайте себя. Пушкин написал стих «Души прекрасные порывы». Да? А мы думаем, что вот души прекрасные... Нет, он сказал, души прекрасные порывы. Вот так затуши в себе, для того, чтобы не выдать свои эмоции. Всегда свои эмоции держите при себе. Официально, красиво, уметь себя преподавать. Почему? Потому что на всю жизнь это запоминается, поверьте мне. На всю жизнь. Вот как вы изначально себя покажете, как вы изначально себя преподнесете, так он с вами будет обращаться всю свою жизнь. Никогда не позволяйте ему вас тыкать. Никогда не позволяйте изначально. Потом, конечно, в шутку можно и там мат, перемат, и все, что на свете бывает, потому что супруги. Но изначально не позволяйте ему с вами обращаться так. Не позволяйте поднимать руку. Не дай Бог. Потому что если он поднял руку один раз, он дальше это сделает. И если он первый раз вас обидел, надолго обижаетесь, пока он не заслужит ваше прощение. У него в мозгах вот это засядет, и он больше этого не сделает. Женщина, у которой нет самолюбия, которая сразу же прощает и бежит, она рискует всю свою жизнь вот так вот быть битой, чтобы об нее ноги вытирали, и она опять будет бежать, и обратно, и снова, и так далее. Это такие малейшие советы, которые хочу вам дать. На всякий случай, начинающим женщинам в этой жизни, вообще женщинам, будьте женщинами, дамы. Дамы, а не тёлки. Будьте так любезны, девушки. Одевайтесь так, чтобы слегка было видно, но не все. Если вы хотите показать ноги, одевайте короткие, закрывайте верх. Это очень красиво. Закрытая блузка, открытые ноги. Если вы хотите показать грудь, слегка приоткройте грудь, но закройте ноги. Если вы открываете все и туда, и сюда, вы просто-напросто, как открытая книга, которую уже прочли, и нечего там уже искать. Будьте тайной. Понимаете? Тайной. Чтобы за вами охотился человек, чтобы просто выл как волк, чтобы вам было приятно понимать, что вас так любят. Просто до безумия. А для того, чтобы вас любили, вот любовь – это работа. Это целая работа над собой. Из себя создайте даму. И вас будут любить, я вас уверяю. От вас ни один мужик не уйдет в жизни, не уйдет, то есть в жизни своей, да. Мне просто иногда пишут такие женщины, то есть самки женского рода. Вот абсолютно откровенные фото, просто-напросто. Огромная грудь, там лежит на диване, не знаю чего. И пишут: Инга, почему мужики вот мной пользуются и больше не появляются? Я думаю, если бы я была мужиком, я бы тоже так попользовалась и ушла. Зачем ты мне нужна? Ты мне уже показала все, что есть. Зачем мне дальше стараться, интересно знать? Понимаете? Или, знаете, станет там дама какая-нибудь такая вся форцепудренная там, с макияжем, трансвестит, и говорит: перевели все настоящие мужики. А я смотрю, думаю, да если бы я был настоящим мужиком, я бы тоже перевелась, лишь бы с тобой не встретиться, мадемуазель. Понимаете? Настоящие мужики не перевелись, и настоящие женщины не перевелись. Они всегда были, есть и будут. Но вы их не там ищете, а если ищете, то не так вы с ними обходитесь и теряете. Удачи вам!